Приветствую вас, уважаемые друзья! Вот очередная наша с вами встреча после тяжелого рабочего дня. И прежде чем уйти домой, хотел сегодня поделиться с вами, поговорить о том, как мне случайно между делом, между рабочей суетой удалось заехать в тир и пострелять. А пострелял я из великолепного травматического пистолета P226T ТК-ПРО, производство Техкрим. Okay, knock, knock, I'm at your door like the repo. I can feel your heartbeat beat through the peephole. I'm a wild boy like Stevo. I move work, you can call me Magneto. Данный пистолет выпускается в калибре 10х28, и он является копией знаменитого пистолета, боевого пистолета Зигзауэр 226. У пистолета нету штатного предохранителя, как мы привыкли на всех, что боевых, что травматических пистолетах. Мне известно на своей памяти только два пистолета, у которых нет предохранителя. Это знаменитый ТТ, с которым мы выиграли войну. И данный пистолет является тоже олицетворением качества и боевого духа. Данным пистолетом в боевой его версии пользуется большинство именитых спецподразделений мира. И он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Сегодня был в тире у своих очень дорогих друзей. Очень хорошо мы провели время. Вот такие резиночки у нас вылетают вон туда. Сейчас на 5 метров на кучность постреляем. Посмотрим, чего мы добьемся. 5 патронов. Будем стрелять интенсивно, быстро, но постараемся кучно. 5 метров. За работой. Пистолет поэтому не чищенный, он после стрельбы, но мы сейчас с вами произведем ее неполную разборку и посмотрим, в каком он сейчас состоянии, потому что обычно мы разбираем и показываем в обзорах, как он щеголно блестит, а посмотрим, какой он, когда он исключительно в рабочем состоянии. Сейчас произведем его неполную разборку. Для этого нужно извлечь магазин, убедиться, что оружие не заряжено. Ну, в помещении обычно убеждаются, но мы это сделали заблаговременно. Ставим затворную задержку. Пускаем флажок вниз. Тянем затвор назад и вперед. По таким характерным рельсам затвор двигается. Смотрите, как закопчено все. Обычно это все блестит, как сам ствол, то есть после отстрела такого цвета. Извлекаем возвратную пружину и извлекаем ствол. Прошу отметить, там один маленький штифт, его практически не видно, не знаю, на кадре видно или нет, но визуально его не видно. Хочу отметить два момента, который заслуживает наш пистолет. Первое, это то, что в отличие от ближайшего его собрата Крат-Пауэра, у него только один штифт, и мы сегодня на стрельбах убедились, это влияет на кучность и дальность стрельбы. А второй момент, именно наш сегодняшний образец отличается от своей предыдущей версии только тем, что предыдущий ствол он не извлекался и находился вот на таком положении. И его можно было вот так просто двигать немножечко, а он был здесь заштифтован и не выходил. Нужно было вот так как-то чистить, и все время с затвором надо было его как бы им манипулировать. Сейчас удобство в том, что ствол извлекается. Да, обычно, когда он чистый, выглядит так же и изнутри тоже. Мы
первый раз наверняка обозреваем именно после стрельбы, и это даже хорошо. Зрители могут обратить внимание, где какие элементы наибольше подвержены загрязнению. Данный экземпляр комплектуется двумя магазинами сразу в комплекте, и это тоже хорошо. То есть сразу два магазина, вмещает в себя 10 патронов. Произведем сборку пистолета, который осуществляется в обратном порядке. Берем затвор, вставляем туда ствол и возвращаем назад. Ставим возвратную пружину на место и закрепляем вместе со стволом. Поднимаем флажок. Кстати, в прошлый раз тоже не поднимался. Вот, поднимаем флажок. Сборка завершена. Оказавшись в таком замечательном тире у наших дорогих друзей, не могу упустить возможность и не пострелять из настоящего боевого оружия. Зарядим 5 патронов. Первый раз в жизни стреляю из боевого, поэтому будем очень аккуратны, будем соблюдать все меры безопасности и слушаться инструктора. 5 патронов хватит. Оружие абсолютно разное, предназначено для совершенно других целей, но, как мы обозреваем, результаты на 10 метров примерно одинаковые. Соответственно, тут можно говорить о руке стрелка. Хорошо ли я стреляю, плохо ли стреляю, либо знаете, почему результат такой, обязательно напишите в комментариях, учту все замечания и применю их в дальнейшей работе. Произведем неполную разборку. Первое, что нужно сделать, отсоединить магазин. Так. Проверяем наличие патронов патронника. Спускаем вниз спусковую скобу и в сторону. Потом тянем на себя вверх и обратно. Так снимается затвор. Часовой стрелки нужно крутить обратно, и таким образом можно снять пружину. Вот так производится неполная разборка МР-71. Сборку осуществляем в обратном порядке. Самой узкой частью пружины вставляем в ствол и круговым движением накручиваем на ствол. Затвор до конца и вниз. Скобу в сторону обратно и контрольный спуск. Предохранитель. Вот здесь. Данный пистолет заслуживает вашего внимания по следующим аргументам. Точнее и дальше стреляет, чем любые его конкуренты. Калибр не самый мощный, но и не самый слабый. Ближайший конкурент Grand Power не сравнится с ним по дальности и по точности. Да, Grand Power чуть дешевле стоит. Но нужно обратить внимание, что это все-таки оружие самообороны. Нам не нужно, чтобы он стрелял на 20 метров, потому что на таком расстоянии гораздо легче и присутствует возможность избежать конфликта. А если расстояние настолько близко, что вы вынуждены применить свое оружие, то вам остается сделать свое дело. Это оружие свое дело сделает всегда. К минусу можно отнести его габариты и вес. Вес компенсирует также и положительную сторону, из-за того, что он тяжелый, и он более управляемый, и не подбрасывает ничего, и более точно можно стрелять. А в плане габаритов его неудобно носить. По оперативному носить тяжело, как будто ты портфель спрятал.
Носить на ремне тоже неудобно. То есть, если с собой носить, то в машине как-то возить, но все равно мы не имеем права не в кобуре транспортировать его. Поэтому и к минусам его можно отнести только его габариты и вес, которые доставляют дискомфорт при его эксплуатации и носке. Во время его применения это плюс, его габариты и вес, а во время носки, транспортировки и так далее, это все-таки минус. ПМ, конечно, у него выигрывает в разы только из-за компактности и легкости. Ну и там и калибр, правда, слабее этого. Коротко о цене вопроса. Данный пистолет сейчас стоит $1000. На дворе середина апреля 2021 года. Дорогие друзья, это был беглый обзор травматического пистолета P226 TK Pro от TechCrim. Между делом сегодня без подготовки мы отсняли этот материал, заехали в тир, постреляли. Ну, просто повезло, что это оружие самообороны, я его с собой нашел и попался в удобный момент, и мы отсняли данное видео. Подготовленно снимем отдельно ролик, будем иметь в кадре 2 пистолета и постреляем и по-македонски. Если это будет Sig-Sauer, посмотрим, как удобно стрелять с 2 рук. Если это будет, я постараюсь, чтобы это был Grand Power, сравним их характеристики и посмотрим на практике, чего эти оба пистолета стоят. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, палец вверх-вниз, это как вы сами решите. Поставьте комментарии, я их учту обязательно в следующем ролике. А пока прощаюсь с вами, всего доброго, до скорых встреч.